Всем привет! Сегодня работаем с вкладкой Autocomplete. Я уже немножечко решил, что стоит видео сокращать начальными записями. Я имею в виду запись, например, там определение класса нашего будущего, локатора, класса теста. Кто первый раз, то рекомендую посмотреть с самого начала, с видеопролога. И, соответственно, нам требуются классы Autocomplete, тест Autocomplete Page, далее Autocomplete Page Locators и Autocomplete Page, которую мы наследуем от нашей Base Page. Итак, начнем. Первое, что хочется сказать, у нас будет два теста, может быть не два, сейчас посмотрим. В любом случае мы проверяем сначала Multicomplete, то есть это имена, названия цветов. Там, соответственно, если мы там пишем какой-нибудь green появляется, а это если мы выбираем single автокомплит, то есть мы можем выбрать только что-то одно, а мультикомплит можем выбрать несколько цветов, вот, например, там red или, например, green, то есть они у нас появляются вот так вот в value, как значение. Мы можем как удалить по одному, так и удалить сразу все. Будем постепенно идти. Начнем, наверное, с мультикомплита, поскольку он у нас тут первый стоит. Значит, что у нас есть? Page, нам нужен локатор. Итак, первое мы выбираем мультикомплит. Здесь мультикомплит input. И давайте сразу здесь найдем F12. Так, выбираем. Итак, выбираем input. Смотрим, как у нас он тут называется. Поищем. Так, вот input у наш, называется он ID autocomplete multiply input. Далее нам нужно получать значение отсюда. То есть, допустим, мы там пишем какой-нибудь green. И нам нужно получить значение. Так, давайте посмотрим сейчас, если мы, например, сделаем еще одно. Проверим. У нас должно быть здесь два как бы значения показываться. То есть тут вот у нас вот здесь. Если мы это вот сделаем таким образом, класс. Соответственно, два значения. Раз, два, раз, два, раз, два. Окей, то есть нам это value будем мы перебирать в цикле. Теперь multi value. Так, хорошо. И дальше нам еще нужна кнопочка, которая позволит нам удалить value. Я буду, наверное, сейчас посмотрим. Я буду использовать, наверное, удаление каждого, наверное, отдельного элемента. То же самое value, но плюс еще мы добавляем svg и pass. Вот у нас будет такой вот локатор. Вот так вот. В принципе, все. Начнем писать тесты. Первый тест у нас будет, здесь он будет у нас называться fill input multi. Теперь смотрите, нам нужно, что нам сделать? Нам нужно кликнуть на input, кликнуть, и для этого мы делаем input multi. Дальше нам необходимо, чтобы self элемент is visible был, раз мы, is visible. Self locators. Можно также сделать, например, элемент is clickable, чтобы он был кликабельный. Далее нам необходимо добавить цвет, то есть мы кликнули и делаем send keys, чтобы добавить значение. И color, давайте пока что у нас будет green.
Так, мы ввели green, и, допустим, мы делаем input enter. Здесь нам нужно с большой буквы. Enter. Далее, что нам здесь нужно? Нам нужно... Ну, давайте сейчас проверим, работает это вообще или нет. Если это работает, то дальше нам нужно будет вытягивать цвет, чтобы там все это дело сравнивать. Так, здесь я немножко поторопился. У нас будет fill, тест fill multi autocomplete. И давайте autocomplete fill input multi. И сделаем здесь time sleep 2. Ну или даже давайте 5, чтобы было нам попонятнее. Вот у нас добавилось значение, отлично. Но смотрите, какая вещь. То есть это будет не совсем корректно, если мы будем использовать, ну я думаю, возможно, вы уже догадались, что будет плохо, если мы будем использовать все время один и тот же цвет. Нам нужно, чтобы они в рандомном порядке, все цвета пробовались. Вот, поэтому мы должны обратиться, возможно, к нашим генераторам. Но здесь я не буду создавать дата-класс со значениями и вытягивать там отдельные цвета. Я просто возьму массив цветов и будет у нас, ну, условно называться там генератор generated color. Да, и нам необходимо создать дата-класс и генератор, который будет создавать цвета. Но единственное, что я не буду пользоваться как библиотекой Faker, я возьму цвета, те, которые там есть. Сейчас покажу. Color name. У нас это будет список. Затем захожу сюда, пишем def generated color. 5 наш yield color. Оп. Все, здесь готово. А теперь нам нужно, соответственно, color name. Только нам здесь нужно заимпортировать. Да, отсюда. Вот. И теперь нам нужны цвета. Цвета, смотрите, как мы возьмем. Я же не знаю точно там, как можно понять, сколько и где там какие цвета имеются. Для этого, ну, очевидно, они там у нас генерируются, скорее всего, где-то. Если мы не можем найти эти цвета в списке, имея в виду элементов, то есть они у нас генерируются где-то в JavaScript. Для этого мы заходим в Source, допустим, там поищем bundle.js. И здесь поищем, например, green. Так, похоже это на правду. Green, red, black. Так, ну скорее всего у нас есть какие-нибудь еще цвета. Вот, например, magenta. Так, вот у нас, я думаю, все цвета достаточно, чтобы их вот это все дело понять. Я скопирую и ставлю сюда. Вот я копирую сюда эти данные. Копирую сюда эти данные, но мне точнее здесь не нужны вот эти вот значения. Немножко, конечно, это коряво. Допустим, естественно, если у нас здесь будет целая куча слов, я не буду так делать, потому что это будет, ну, слишком, как бы, ненужное дело, там, либо можно было бы как-нибудь, может быть, спарсить там их, но это лишнее, наверное, было бы лишнее для этих наших тестов. Ну, в данном случае мы практикуемся делать более-менее такие простые варианты, поэтому я не беру во внимание сложные способы для нахождения наших значений. Просто один из вариантов, например, если вам нужно... Я бы мог взять, например, тут 3 или 4 или 5, не все, и этого было бы тоже достаточно. Так, color name, red, это самое у нас тут есть.
Так, давайте посмотрим, в чем тут у нас проблема. Да, я забыл отметить, что это дата класс. Так, ну и сделаем. Вот, а теперь у нас должно быть все в порядке. Все, у нас все получилось. Значит, у нас достаточно. Теперь что мы делаем? Смотрите. У нас есть все, генератор, generated colors. Окей. Теперь нам нужно в первую очередь определить, сделать переменную, в которой у нас будет лежать вот этот цвет, который будет у нас выбираться каждый раз. Теперь, значит, определяем переменную. Допустим, у нас будет это color на цвет. Я буду класть, добавлять один цвет, не несколько. Берем, значит, мне next generated color. Затем импортируем и берем color name. Вот. И вместо green мы добавляем color. Давайте посмотрим, что у нас из этого получится. Мы запустим тест и посмотрим, какое у нас будет здесь слово. Смотрите, у нас получается так, что мы добавляем все сразу вместе. Потому что у нас здесь происходит целый массив. И получается, когда я выбираю color name, то у нас появляется там сразу массив. Понятное дело, нам нужно сделать все это, чтобы один раз это все дело появлялось. Я нашел один из интересных способов. Возможно, у вас будут какие-то другие варианты. Я буду использовать random sample. То есть это выбор уникального рандомного элемента из популяции или там, значит, из сета. В данном случае мы используем, тут есть вот, значит, population, то есть наш массив условно, и count, как переменная k, обозначающая количество, сколько вот этих элементов случайных нам нужно получить. Допустим, так это или не так, сейчас проверим. То есть мы делаем generate colors, здесь мы делаем color name, и условно я здесь делаю, допустим, k равно 2. Что из этого получится? Вот видите, два значения. Но, естественно, нам два не надо, нам нужно только одно. Вот поэтому мы делаем color name таким образом. То есть k будет равняться единице. Вот и мы получили добавленный цвет. Теперь нам необходимо это значение получить. Так, и теперь давайте посмотрим, еще раз запущу, посмотрим, есть ли в этом рандомность. То есть у нас был magenta цвет, теперь у нас какой будет? Индиго. Ну и они, соответственно, таким образом, разные цвета у нас появляются. С этим окей. Проверили. Далее давайте сделаем функцию, метод, который нам позволит удалить элементы. Ну, незамысловато remove value from multi. Для того, чтобы нам это проверить, нам необходимо взять результат до и результат после. Здесь у нас уже есть необходимые нам локаторы. Вот, поэтому мы сначала делаем count. То есть я хочу взять количество значений до. Количество значений до, это у нас будет, значит, мы len. Получаем self элемент is visible, self locators, multi-value, remove button list, self elements are visible, self locators remove. И здесь у нас получается список данных, соответственно, значений. Далее мы пишем, что мы пишем, то есть у нас цикл for value in remove button list, затем у нас value click
break. И count value after. То же самое мы проверяем. Проверяем сколько. То есть у нас должно было быть сколько-то, а получилось 0. Count value after. Ну ладно, давайте сначала before и count value after. И давайте сделаем как. То есть я тут не генерирую. У нас же есть тут вот, например, условно тест. У нас будет еще один тест, который нам позволяет удалить. И это будет называться dev test remove value from multi self driver autocomplete. В первую очередь нам нужно заполнить, поэтому я буду использовать наш один из шагов, который заполняет, а затем я буду использовать, который удаляет. Так, здесь я сразу удалю. Я поставлю, например, пусть будет 2, чтобы мы посмотрели, как это все происходит. Давайте запустим. Так, случилась какая-то ошибка. Type error. Какой-то неправильный у нас тип получился, потому что я сделал элемент с is visible, а нам нужен are visible, конечно. И еще раз. Так, все у нас здесь удалилось, но вы можете посмотреть, что якобы у нас как бы multiply, то есть у нас multi-автокомплит, когда можно много значений, но мы добавляем всего лишь одно. Это не совсем верно. И давайте немножко вернемся назад к инпуту и будем здесь делать, например, random rand-it, то есть у нас будет от 2 условно до, ну пусть будет до 4, или там ну, до 5, до 5 кей. Я не знаю точно, как это будет. Но в любом случае у нас будет всегда больше одного. А для того, чтобы сделать это верно, нам нужно будет изменить немножечко переменные. То есть здесь будет уже несколько цветов, если будет 1, 2, 3 и так далее. Но мы будем проходиться по ним в цикле для того, чтобы мы выбирали только один цвет. А здесь нам нужен colors возвращать. Но это потом, мы с этим сейчас разберемся. И давайте еще раз запустим, посмотрим, насколько получается верным тест. Ведь мы в удалении сделали цикл. Казалось бы, если у нас одно значение, зачем нам цикл? Вот. 3 названия, и у нас опять произошла проблема. В чем она тут произошла? Опять я использовал элемент is visible, а нам нужен элемент are visible. В данном случае я здесь break поставил для того, чтобы удалялся только один элемент, и затем мы видели, что вместо, там, например, 3-4 у нас получился 1. Но можно сделать следующим образом, то есть я, если, допустим, уберу break, то удалятся все элементы. И в итоге мы должны получить в возвращенном значении 0. Но если 0, у нас тогда здесь вот эта вся конструкция сломается. Вероятно. Сейчас посмотрим. То есть все у нас появилось, удалилось. И, видимо, ошибка, да, потому что time exception у нас не дождался никаких элементов. А нам-то нужно сравнить значения, поэтому я все-таки поставлю здесь break, для того, чтобы какие-то значения у нас остались, и мы сравнили не просто, что строка пустая, или там как-то, а вот именно, что значений этих стало меньше. Еще раз запустим и убедимся в том, что тест здесь пройдет. Ну, в плане сейчас я пока не принтую никакие возвращаемые данные, но в том смысле, что у нас тайм-аутов и проблем никаких не будет, и один удалится.
Так, опять у нас не удалился. Так, это странно, то есть мы не смогли взять до все значения. Если у нас будет элемент are present, может быть из-за того, что не все значения попадают в строку. Посмотрим, не знаю. Но если так, то у нас получается... Так, правильно, сработало. Но теперь мне вот интересует момент. У нас, допустим, было много. 5. Они, возможно, не влезут все. И хочу посмотреть, как с этим справится наш тест. Так, все нормально. Ну, видимо, да, случилась некая проблема. Я оставлю с present на всякий случай. Далее здесь тоже are present использую. Так как нам нужны видимые кнопочки, нам нужно кликать. Вот, поэтому даже если какая-то не будет видима для драйвера, у нас все равно будет список каких-то видимых, куда-то он докликнет. Вот, теперь у нас уже это все дело выглядит неплохо. Единственное, что нам нужно сделать еще для наших вот этих вот тестов, это сделать чек цвета, то есть чтобы у нас из этой строки нашей цвета, соответственно, были... Ну, то есть здесь я цвета передаю, какие у нас выбрались, какие будут добавлены. А теперь нам нужно сравнить с теми, которые там имеются. Ну, в смысле, я имею в виду, здесь мы значение берем из нашего генератора, а сейчас будет функция check multiply, для того, чтобы проверить, какие же там все-таки значения в инпуте лежат. Вот, конечно, это можно сделать сразу прямо тут и вынести, но я решил сделаем по разнообразнее и более разделенно, более независимо сделаем эти тесты. То есть у нас check color in multi. Ну и тут тоже ничего сложного. Единственное, что у нас получается, нам нужен color list. Color list он будет состоять из наших значений. Поэтому я делаю self elements, потому что у нас будет, конечно же, list. Далее self locators, multivalue. Далее я хочу взять текст и положить его в массив. То есть я беру color in color list, ведь только тут у нас как бы объекты, то есть у нас как бы элементы, там много всего, а нам нужен только текст. Поэтому я делаю append color text. И здесь делаю как раз таки уже return colors. Вот. Здесь в тесте мы сразу отметим, то есть у нас как бы colors, просто будет цвета. И здесь будет colors result. И выбираем автокомплит, check. Вот, и запринтим все. Сделаем print. И запустим. Посмотрим, что у нас в итоге получится. Ну, в итоге мы получаем indigo violet, yellow, green, white. Супер. Ну и делаем assert, что colors равен color result. Отлично. И давайте разберемся сразу с удалением тогда уже значения из multiply. Здесь нам нужно следующее. Тут мы получаем как раз таки два значения уже сразу. Вот они у наши два значения. Получаем их сразу после выполнения одного метода. Count, before и after. Можно, конечно, сделать покомпактнее и назвать просто одним словом там count result или count values и сравнить, что там индекс по индексу первый и второй типа различаются. Вот, ну, 3 и 2. И естественным образом у нас должен быть assert, что count value before и count value after не равны. Здесь два теста готовы. Теперь
нам необходимо сделать тест на single. То есть здесь эту кнопку я не проверяю. Я эту кнопку, я не пишу метод проверки и там тест на проверку вот этого основного удаления, который удаляет сразу два элемента, и вам задание сделать это, самостоятельно написать функцию, метод тест, который позволит нам проверить, что все элементы удаляются. Вот поэтому займитесь этим, как дополнительная практика. И type single color name. В принципе, у нас почти все для этого готово. Естественно, и единственное, что нам необходимо, это взять нам инпуты. Инпутов будет два. У нас будет наш контейнер, который хранится, и input. Давайте начнем с инпута. Ну, контейнер, потому что он называется здесь div класс single container, для того, чтобы отсюда брать данные, которые у нас тут появятся. Ну, то есть наше значение. Давайте сразу сейчас сделаем здесь single container. Далее это div id. Вот single container и single input. А single input у нас должен быть input. Я думаю, он будет выглядеть таким же образом. Ну вот автокомплит single input. Отлично. Отлично, все, здесь готово. И теперь дальше давайте перейдем быстренько в наш page. Сделаем нашу функцию def fill single. Single у нас будет автокомплит. Даже нет, fill input, чтобы у нас было более-менее однообразно в этом смысле. Self. Окей, что нам в первую очередь нужно? Нам нужно получить один единственный цвет. Здесь нам уже циклы не нужны. Но мы также используем random sample, next, generate color. Затем отсюда возьмем color name. И у нас будет здесь единственный K1, K first, там, и так далее. То есть один какой-то элемент, вы, я думаю, поняли это. Потом у нас будет input, self element из, ну, пусть будет clickable, self locators. Тут у нас понадобится single input для того, чтобы мы кликнули на него. Точнее, не кликнули, а выбрали. Нам кликать здесь, в принципе, не обязательно. Затем я делаю single send case. Пишу здесь color. Смотрите, тут очень похожая ситуация. Я думаю, вы это заметили. Только единственное, что у нас input single нам сделать. Можно объединить это в один метод и multi, и single. И сделать, например, через if разницу, что если if мы выберем там аргумент single, то у нас будет не в цикле, а просто там выбираться элементы. Или если мульти, то у нас будет использоваться цикл. Я решил все-таки это разделить, хотя, казалось бы, они во многом похожи, но так или иначе. И делаем дальше return color. Return color. Окей, получили. И затем нам нужен метод, который будет чекать этот значение цвета. Check color in single. И это будет достаточно легко, то есть мы просто берем color, self, element is visible, self locators. Опять-таки можно было все это в одно, но в один вот в этот метод, но так как мы везде тут мы решили разделить в этих тестах, то я буду придерживаться этого способа, этого варианта и разделять. И здесь нам нужна функция, точнее, тест, который будет у нас тест проверять. Ну, в принципе, будет тест fill single autocomplete. Здесь мы сразу все это дело скопируем. Единственное, осталось только вписать драйвер. Далее просто делаем autocomplete page, fill input single, autocomplete, check. И здесь у нас будет color,
А здесь будет color result. Color result. Затем мы делаем это чисто для, как всегда, нашей проверки. Print color result. Ну и давайте посмотрим, что у нас с этим получится. Вот у нас получился что? У нас получился purple, option purple selected. Так, что-то не очень понятно, что у нас получается. Давайте посмотрим, где у нас это value green. В контейнере мы получаем много всего, а если мы сделаем вот этот момент, то есть я возьму конкретно вот наше, там где лежит значение, и не буду использовать именно контейнер. То есть мы вот так вот поменяем, точнее немножко некорректно, вот так вот поменяем. А здесь мы сделаем тогда, переименуем эту переменную как value. Теперь у нас здесь все input переименовалось. Давайте еще раз запустим, проверим. Немножко я поторопился, наверное, с выбором. Так, black. Ну видите, у нас получается так, что так как это из списка берется, у нас он тут в квадратных скобках в списке, но чтобы не портить красоту в самом тесте, я здесь вот поставлю индекс нулевой и еще раз прогоним. Ура! Все, white, все отлично работает. Все работает на ура. В прошлом тесте, в прошлом видео я забыл указать negative message. Сейчас мы это исправим. У нас, значит, это было вот здесь вот, according page. Добавлю здесь, то есть incorrect title or missing text, то есть либо неправильный заголовок, либо текста нет, то есть текст потерян. И в наших следующих тестах то, что касается, то есть добавленные цвета были потеряны в input, то есть, то есть их нету в input, то есть что-то пошло не так. Ну, условно, возможно, не очень красиво. Ну или, допустим, здесь вот value, то есть значение не было удалено. Опять, возможно, как-то не очень корректно это написано с точки зрения английского языка. За это прошу прощения, я, как и, наверное, многие, только учусь. И теперь давайте все это дело закоммитим и запушим. Единственное, что нам нужно, так, значит, у нас тест commit push. Widgets, все у нас верно. Итак, тесты у нас готовы. Благодарю за внимание, и вы большие молодцы, что сделали все, такую большую работу проделали. Вот поэтому приведите свои мысли в порядок, выпейте чай, кофе и обязательно возвращайтесь.